Translate? This meeting is a little spontaneous for me. Это несколько спонтанная встреча для меня. I didn't know what was going to happen. I didn't expect it. Я не ожидал, что это собрание состоится. И I was requested to come and to continue on the topic we started this morning in class. Меня попросили вернуться обратно к той теме, которую мы обсуждали сегодня утром на лекции. The class, I started with Srimad Bhagavatam, and then we led to that letter. Мы начали сегодня читать стих из комментариев Шримад Бхагаватам, и затем перешли к Письму. Because I felt the Bhagavatam verse and purport very nicely tied into the context of the letter. Потому что я почувствовал, что и сам стих Шримад Бхагаватам, и комментарий к нему Шрила Прабхупады замечательным образом подводил нас к содержанию этого письма. Which was how to see Krishna in our what may appear to be material activities. Письмо, то есть этот стих и комментарий к нему Шрила Прабхупады говорил о том, что нужно правильно делать, чтобы пока мы занимаемся деятельностью, которая может быть материальной. Srila Prabhupada very soundly confirmed in the commentary that management is not material. И Шрила Прабхупада очень ясно и недвусмысленно подтвердил в своем комментарии, что менеджмент не является материальной деятельностью. But there is a condition. При одном условии. It's not material if the consciousness of the person is not material. Менеджмент не является материальной деятельностью при условии, что сознание человека, который занимается менеджментом, не материально. And therefore the essence of both the verse and purport was specifically based on the emphasis of the consciousness of the doer. И сам текст, и комментарий подчеркивали важность сознания, в котором пребывает тот, кто занимается деятельностью. And the letter specifically addressed how to keep that consciousness in the doer. И письмо подчеркивало тот принцип, которому мы должны следовать, чтобы суметь сохранять такое правильное сознание того, кто занимается деятельностью. Which was how to avoid being in the doer consciousness. Чтобы избежать сознания деятеля или действующего. And instead to be in the servant consciousness. Вместо этого развить себе сознание слуги. Because the servant consciousness is far more effective than the doer consciousness. Потому что сознание слуги гораздо более эффективно, чем сознание самостоятельного деятеля. The servant consciousness means that he has to be conscious of seeing Krishna in everything. Сознание слуги означает, что он должен сознавать и видеть Кришну повсюду. And has to at least practice the cultivation of that consciousness. И, по крайней мере, должен прилагать усилия к тому, чтобы взращивать в себе такое сознание. If there is no practice of the cultivation of that consciousness, then it's very easy to fall into the doer consciousness. Если мы не будем взращивать в себе такое сознание, культивировать его, тогда очень легко можно скатиться в сознание деятеля снова. And in the fourth canto of the Bhagavatam, Prabhupada very clearly states that conflict that exists in the Krishna consciousness movement takes place when the members are in doer consciousness. В четвертой песне Шримад Бхагаватам комментарий Шрила Прабхупады говорит, что конфликты сознания Кришны возникают тогда, когда члены движения сознания Кришны попадают в такое сознание самостоятельных индивидуальных деятелей. Because he says there is no disunity in Krishna consciousness. Потому что он говорит, в сознании Кришны на самом деле нет места разобщенности. This unity takes place when we fall into doer consciousness. Разобщенность возникает, когда мы скатываемся в сознание самостоятельного отдельного деятеля. And that's in the famous verse in the fourth canto when the Lord bestowed a benediction on the Prachetas because of their united devotional service in Krishna consciousness. Этот комментарий звучит в контексте истории про прачетов, когда Господь дал благословение прачетам за то, что они были объединены в сознании Кришны. So Prabhupada took advantage of that verse to emphasize how disunity manifests itself in a Krishna conscious society. И Шрила Прабхупада, воспользовавшись поводом этого стиха, подчеркнул те факторы, которые приводят к разобщенности движения сознания Кришны. And he clearly states that in Krishna consciousness there's no disunity. И подчеркнул очень ясно, что в самом сознании Кришны разобщенности места нет. He said, but disunity appears when there is some material leaning. Однако разобщенность возникает, когда у людей появляется материальная склонность. That's how he worded it, material leaning towards material tendency. Материальная склонность, именно так он написал в своем комментарии, то есть склонность к каким-то материальным тенденциям. And that's when one is stuck in the doer consciousness. Вот тогда человек
погрязает в своем сознании отдельного деятеля. And forgetting the ideal state of consciousness is the servant И consciousness. забывает о том, что идеальным состоянием сознания является сознание слуги. So, because I read that letter this morning, I guess it stimulated some questions. Поскольку я прочитал это письмо сегодня, похоже, оно породило некоторые вопросы. And as I explained, the reason why I read that letter is because that was what was given to me when I became temple president. Я сказал о том, что я прочитал это письмо, вспомнил о нем, потому что именно его мне и дали, когда меня назначили президентом храма. In those days, we didn't have Prabhupada's letters in a database like we had now. В то время у нас не было всех писем Шрилы Прабхупады в базе данных или в датабейсе, как In сейчас. fact, most devotees didn't even have access to Prabhupada's letters at that time. Более того, большинство преданных вообще не имели доступа к письмам Шрилы Прабхупады. All there was at that time was Prabhupada's letters had been copied into a microfiche. В то время эти письма Шрилы Прабхупады хранились на микрофишах, это маленькие пленочки. That his secretaries had compiled and were keeping them for records. Его секретари записывали, то есть хранили все письма Шрилы Прабхупады в виде таких микрофишек для будущего. It just so happened my GBC had access to the microfiche. И так уж случилось, что мой GBC имел доступ к этим микрофишам. So when he asked me to become temple president, he got a copy of that particular letter and he handed it to me. He said, "I'm making you the temple president in Boston, and I'm giving you this letter. Everything you need to know is in this letter." Когда он меня назначил президентом храма, он сделал копию именно этого письма с микрофишей. И назначив меня, вручил мне это письмо и сказал: ну все, я тебе делаю президентом храма, и в этом письме содержится все, что тебе нужно знать. He was the same person who taught me how to play mridanga in 1973. Именно он был тем, кто научил меня играть на мриданге в 1973 году. The way he taught me how to play mridanga is he handed me a mridanga and he showed me the mantra and the beat. Tini tini ta teo tanakate ditya ditya da. Он вручил мне мридангу и дал мне мантру, вот эту мантру, которую он сейчас произнес. And after he showed me the mantra and the beat, he played, he handed me the mridanga and said, "Now you play it." Он процитировал эту мантру для игры на мриданге и показал, как ее играть, и потом вручил мне мридангу и сказал: ну теперь ты играй. So I played it not so well. Я не так уж хорошо сыграл. So he took the mridanga back and he showed it to me again. Он взял мридангу снова, показал мне. Repeated the mantra. Asked me to repeat the mantra. Повторил мантру, попросил меня повторить эту мантру. Asked me to play it again. И попросил меня снова сыграть. He took it back one more time and corrected me. Said, "This is the right way." Забрал у меня мридангу, показал, как правильно, исправил мои ошибки. Then he threw the mridanga on my lap and said, "Take out the Harinam party." И бросил мне потом мридангу на колени и сказал: ну все, выводи Харинаму на улицу. Веди Харинаму на улицу. Вот так и произошло. I'm serious. Вот так это exactly было. Я не шучу, именно так и было. That's exactly how it went out in Harinam. Вот именно так я вышел на Харинаму в качестве лидера Харинама первый раз. So, and there I was with tini tini, trying to remember tini tini ta teo tanakate ditya ditya da, and leading the kirtan at the same time. Вот я пытался вспоминать эту мантру и играть на мриданге и в то же самое время вести Харинаму. Anyways, that's how it was in those days. По крайней мере, в те времена так было. And same thing when he became he was my temple president in 1973, and then later became my GBC when I became temple president. Он был моим президентом храма, а потом он стал моим GBC, когда я стал президентом храма в 1973 году. And he gave me that letter and said, "Here, you become temple president. Take this letter and become temple president." И вот так он меня назначил этим письмом на должность президента храма. Говорит: вот тебе письмо, все, теперь ты президент храма. And he gave me a few other instructions. И еще несколько наставлений мне дал. And that was it. I was temple president. И все, я стал президентом храма. So I was really, as you can well imagine, feeling the weight of responsibility. I was really taking shelter of this letter. И как вы можете себе представить, под этим гнетом, свалившихся на меня новых обязанностей, я принимал прибежище в этом письме. I probably must have read this letter at least 200 times. Я, наверное, прочитал это письмо пару сотен раз, по меньшей мере. And it was really my source of inspiration, and I felt strength. Оно для меня было источником вдохновения и силы. Because I felt that Prabhupada
made it very clear what he expected from his managers, his leaders. Потому что в этом письме из него было очень ясно, что ожидал Шрила Прабхупада от своих лидеров и менеджеров. I had to make various decisions based on this letter. И опираясь на это письмо, мне приходилось принимать различные решения. Although I did have the fortune at that time of having regular visits from the GBC. Хотя в то время мне так повезло, что мой GBC ко мне регулярно приезжал. Which helped as well. Это мне помогало. So that's why I felt, and I've many times in the past felt, it would be good to share this letter with those who are leaders. И поэтому я думал в прошлом, и сейчас также считаю, что очень хорошо было бы поделиться этим письмом с другими, с теми, кто имеет лидерские обязанности. So Achyutatma has asked me if we would just read the letter one more time. Madam Mohan will just read it in Russian. You can hear it again. И Achyutatma предложил, что мы могли бы почитать еще раз это письмо. И point by point. If it's point by point and I speak on it, then there's no time for questions. И Achyutatma говорит, может быть, по пунктам разобрать. И Махарадж говорит, если по пунктам будем разбирать, тогда на вопросы времени не останется. Or maybe he can read a point and if somebody, you can have questions on each point. Okay. Например, или можем читать это письмо по пунктам, по частям, и потом, если у кого-то возникают вопросы, можем останавливаться. Is this your only copy? Yeah, I think so. It would be good for me to have a copy also. У кого-то есть ведабейс под рукой, может быть, чтобы... Или у кого-то, может, уже переведено на русский язык это письмо есть? Никто не уже переведено на русский язык? На русском? На английском у меня, да. Oh, на русском? But you have the English. Okay, you have. Okay. And they have it in Russian. I need your finger. Может, с какого начинаем? Да. Там ниже на английском. Okay, we have it here. Well, of course, I have to check the translation. Sometimes the translation is a bit... Okay. So that's what we'll do. We'll do part by part. Madam Mohan will read it, and then if anybody Мы has any будем по questions. частям это письмо читать. И если у вас какие-то есть вопросы по какой-то части, этой части мы можем останавливаться и задавать эти вопросы, обсуждать их. Go ahead. I'm not going to read. You just I'm going read. to read. No. Shall I start with? I am little observing now. Тогда как мы делаем? Yugavatara Prabhu already has a question, I guess, before you start. Well, let's read something first. Давайте хотя бы что-то прочитаем вначале, прежде чем появится вопрос. Huh? Well, let's read it first, and if it comes out, then you can ask the question. Тогда мы начинаем читать с первого предложения. Or is it about the whole letter? Are you going to say, is this question relevant now, for instance? Is that your question? Yes, according to what you said. Huh? What you already said. What? Yes. Yeah, I'm saying, unless that's your question, is this letter relevant now? Then it is Если relevant. ваш вопрос заключается в том, вообще это письмо актуально сейчас, тогда можно его обсудить. Если нет, So then wait till your тогда мы question comes up to what перейдем he's к read in the следующему letter. вопросу и следующему пункту этого письма. И давайте продолжим таким образом. То есть я буду читать по Maharaj, how do you want me to proceed? Do you want me to read sentence by sentence and check if there are any questions? Read a few sentences and say, does anybody have any questions about anything so far? Я начинаю замечать, что наши люди, особенно в вашей стране, теряют вдохновение распространять движение сознания Кришны. На самом деле в оригинале тут нужно проверять еще с оригиналом. В оригинале Прабхупада говорит распространять различные программы нашего движения сознания Кришны. Вот так или иначе это. Я не проверял этот перевод и не знаю, нужно будет его сверять с оригиналом. А иначе откуда бы взялось столько писем о разных проблемах от неудовлетворенных преданных? Это нехороший признак. Вся беда в том, что преданные не соблюдают регулирующие принципы. Вот что я обнаружил. А без этого энтузиазм спадает. Есть какие-то вопросы по этому поводу? На тебе микрофон. У меня вопрос немножко, чуть-чуть на один параграф раньше. His question concerns a statement Prabhupada makes one paragraph earlier in the letter. One paragraph earlier. Yes. Движение сознания Кришны предназначено для того, чтобы учить людей мыслить самостоятельно. Быть компетентным во всех областях знаний. I'm not getting into that yet. I'm not getting into that. That's the centralization issue. Нет. Where? Другой вопрос. That's the previous paragraph where Prabhupada says we're meant Once for... there's bureaucracy, the whole thing will be No, spoiled. it's about independently thoughtful people.
Oh, the previous one. Krishna consciousness movement is for training men to be independently thoughtful and competent in all types of departments of knowledge and action, not for making bureaucracy. Okay, go ahead. Shall I read that? Yeah, go ahead. У Йога-аватара правый вопрос касается предыдущего абзаца этого письма, в котором Шрила Прабхупада говорит знаменитую фразу: «Движение сознания Кришны предназначено для того, чтобы обучить людей мыслить самостоятельно, быть компетентным во всех областях знаний, деятельности, а не для того, чтобы разводить бюрократию. Как только начнется бюрократия, все будет испорчено». Вопрос касается именно вот понимания такого самостоятельного мышления. What does Srila Prabhupada mean by independently thoughtful? Почему я это спрашиваю? Потому что как раз еще до этого Гуру Махарадж приводил пример, что причина расколов в нашем движении, вот, опять же цитирую Шримад Бхагаватам, там вот комментарий про Чет, ну где вот стихи про Чета, что сознание Кришны не может быть двух мнений. И вот и что все эти отклонения, расколы происходят, когда появляются вот разные, то есть вот такие. А в русском языке говорится не может быть двух мнений, потому что в английском говорится не может быть разобщенности, немножко разные вещи. Ну вот я просто вот сейчас, вот у меня этот стих прям открыт тоже. В русском, как говорится, двух мнений может быть? В материальном мире индивидуальная душа так разобщена, что даже в сознании Кришны порой нет единства из-за того, что его члены расходятся во мнениях и начинают преследовать материальные цели. По сути дела, в обществе сознания Кришны не может быть двух мнений. Харе Кришна. It's anyway. The passage from Srimad Bhagavatam that we've just quoted about how there is no place for disunity in Krishna consciousness is rendered into Russian as there cannot be two opinions in Krishna consciousness. There can be two opinions. Cannot be two opinions. So it's a bit, the slant is different. You know, there could be opinions, but no disunity. The emphasis in Prabhupada's commentaries on there can't be different opinions? Yeah, no, Prabhupada says there cannot be disunity in the Disunity, original. yeah. But in the Russian translation it says you cannot have two opinions in Krishna consciousness, which is slightly different. But that's not what Prabhupada said. Right, exactly. So we have Gaura Krishna Prabhu here as BBT director. Нет, it's not his fault. I mean, even our acharyas have different opinions. Даже здесь выяснилось, что в оригинале говорит Шрила Прабхупада, что в движении сознания Кришны нет места разобщенности, а в русском переводе говорится, что в движении сознания Кришны не может быть двух мнений. Это не перевод BBT. It's not the BBT translation. Да? То есть книги другой? Еще нету его, еще в ушах еще издается. Это третья песня Бхагавата. Четвертая песня Бхагавата. Четвертая песня. 8. Хорошо, давайте, пусть не двух мнений. Пусть не двух мнений. Я по-другому сформулирую вопрос. Вопрос такой, что вот часто, когда мы сталкиваемся с разными такими мнениями, то есть вот такая разобщенность оправдывается тем, что аргумент. И только что недавно Гуру Махарадж сказал, что вот это когда человек начинает действовать самостоятельно, недавно не надо. Отделенно. Сегодня. Прямо сейчас, минут 15 назад было сказано, что вот это возникает проблема, когда человек отделяет себя от Кришны, то есть как бы самостоятельно. Тут, с другой стороны, Прабхупада говорит, должно быть самостоятельное мышление, индивидуальное мышление. Люди оправдывают, вот у меня же я должен быть сам мыслю, сам вот, у меня свое такое понимание. С другой стороны, вот такое... Can I answer your first question before we get into some of the details? Я отвечу на первый ваш вопрос, прежде чем мы перейдем к деталям. Your first question was about Krishna consciousness movements for training men to be independently thoughtful and competent in all types of departments of knowledge and action. Yeah, and his question was, how do we combine it with people sometimes quoting that to justify? He asked, what did Prabhupada mean by that? And I want to say what Prabhupada meant by it. Sure. Can I start answering the question already? And he said, not for bureaucracy. Шрила Прабхупада говорит, что не нужно разводить бюрократию. Because the whole letter, in the beginning part of the letter, Prabhupada was very, very concerned that the GBCs were creating a bureaucracy. Потому что на протяжении всего письма Шрила Прабхупада пишет о том, что он очень беспокоен тем, что GBC пытаются разводить бюрократию. And the bureaucracy they wanted to create is they wanted to take control away from the individual temples. И бюрократия, которую они предлагали построить, заключалась в том, что они хотели забрать из рук индивидуальных храмов административное руководство. And put all the control in one place, so every temple
becomes helplessly dependent upon that one place. Они хотели перенести центр руководства в одно место, чтобы все храмы беспомощно зависели от одного управляющего центра. That's the kind of bureaucracy they wanted to put together. Вот об этом речь идет. Они хотели такую бюрократию And завести. Prabhupada is saying each temple should be independent, have independently thoughtful leaders. They shouldn't be forced into a bureaucracy. И Шрила Прабхупада говорит, что каждый This is context. центр, That's with the context. каждый центр должен быть That's what he's независимым, speaking чтобы не нужно было разводить I'm afraid бюрократию. that if they have different, without this context, the people Можно по-русски говорить, я без переведу. без этого контекста. Микрофон. Ага. Но сейчас я сталкиваюсь с такой проблемой, то, что люди вот вкладывают в это понимание совершенно другой контекст. Вот в чем вопрос. And the problem is that some people take it out of the context and they give their own interpretation of the statement of Srila Prabhupada. That's the context. Вот это контекст. That's the context that Prabhupada gave that statement. Вот именно в этом контексте Although he did say that Brahmins should be independently thoughtful. сделал это утверждение в этом контексте, хотя Прабхупада также говорил, что браманы And должны that's in быть a different независимыми context. мыслящими людьми. Это тоже. Yeah, don't dominate. There are other people, right? Okay. Yes. Я хотел уточнить, Шрила Прабхупада имел в виду независимость. Шрила Прабхупада имел в виду независимость в плане финансов, а все остальное, то есть степень независимости и зависимости, понять. Финансовая независимость только, или же, еще какая-то независимость? Was Srila Prabhupada referring to them being financially independent, or he also implied some other types of independence besides the financial one? Well, when you control the finances, you control a lot more than just finances. Когда у вас в руках финансы, то вы контролируете гораздо больше, чем просто финансы. You control people, Вы контролируете людей, because then they become dependent on you, and then you can manipulate them потому что они зависят от вас в результате того, что у вас финансы в руках, и вы можете ими манипулировать. into a way of accepting all your ways of thinking if you want your money. И таким образом мы можем за эту финансовую зависимость заставлять людей, или пользуясь ей, заставлять людей принимать все другие ваши взгляды или убеждения, способы. So that's why Prabhupada didn't Мысли, want the поскольку finances они to от be вас зависят centrally финансово. located. That's why Prabhupada didn't want the finances to be centrally Именно located. поэтому Шрила Прабхупада не хотел, чтобы финансы оказывались в But he ваших also руках. made the point clear that he wanted each local leader to take responsibility himself. Но он также очень ясно, недвусмысленно говорил, что хотел, чтобы именно местные лидеры брали на себя ответственность For the local management of his temple. За управление местными храмами, его In храмами. other words, you don't have to centralize a standard of doing everything over the local leaders. Другими словами, не было необходимости навязывать одни стандарты, какие-то все стандарты централизованно всем местным лидерам. Еще такой момент, если, например, я финансово независимый, это означает, что я могу не отчитываться. То есть насколько вот эта вот независимость, то есть я должен ли президент Ятры отчитываться перед GBC по финансам? Иначе он может на месте там, да, он может быть не отдает деньги туда, но отчет он должен давать, правильно? То есть в этом плане. But another point related to that and ties up into this point is that some people think that because they're financially dependent, they don't have to be reportable to their GBC, so they think that GBC shouldn't have any. No, accountability is always there in Prabhupada's letters. Нет, на самом деле Прабхупада всегда подчеркивал подотчетность. Never did he in any way suggest that every leader has to be accountable. That's why he says the sannyasis and GBCs have to travel and hold everybody accountable. Нет, Шрила Прабхупада всегда говорил, что местные лидеры должны быть подотчетны. Именно поэтому он говорит в этом письме, что GBC и саньяси должны путешествовать и таким образом получать отчеты от местных лидеров. And then he said, then they have to correct the problem if you're not accountable. И другими словами, именно саньяси и GBC должны были исправлять проблемы, And- если лидер оказывается неподотчетным. And right in this letter says, you can't do it, then you tell me and I will remove. И тогда Шрила Прабхупада говорит, если они должны это делать, но если им это не удается, тогда вы скажите мне, и я тогда ситуацию исправлю. Он буквально говорит, я сниму. Он не говорит, Accountability is very clear in this letter. Шрила Прабхупада, то есть это занятие подотчетности пронизывает все письмо Шрила Прабхупады. Если они не будут подотчетны, их снимут. Does it mean that if someone is not accountable, he has to be removed? If he refuses to be rectified, yes.
Если Ачутата Прабху спросил, значит ли это, что если человек не подотчетен как лидер, то его нужно снимать. Prabhupada also, Если он отказывается сотрудничать туда, его нужно снимать. Prabhupada generally always encouraged rectification before removal. Однако Шрила Прабхупада всегда подчеркивал и всегда сам предпочитал пытаться исправлять людей, прежде чем снимать их с That was должностей. his standard modus operandi. Это его был стандартный модус операнди. Even when there were sometimes serious deviations, Даже когда были очень серьезные отклонения, he always emphasized rectification before он removal. всегда подчеркивал, что нужно попытаться исправить человека, прежде чем его снимать. But if they were incorrigible, Однако, если они были неисправимы, then removal. тогда нужно снимать. Maybe we go ahead is Huh? maybe a question for what Madmohan read is. Yeah, we're just on independently thoughtful, which didn't even come under what we read yet. Мы, честно говорили об независимых мыслящих людях. Does that answer your question? Мы даже это не обсуждали. Отвечает это на ваш вопрос Йога Аватар Прабху? Один раз. Один Adios. Один раз. Krishna? Микрофончик передавай. У меня дополнение, просто уточнение к этому вопросу. Хочу просто уточнить. He has, уточнение в смысле с вашей Нет, стороны, Нет, вопрос. чтобы Махараш уточнил, да? He wants to ask you This to is clarify. finger. Sorry, Maharaj, can I try and disable it? Can't you disable it? I think I have to. Okay. Let me see, but it'll take some time. Gora Krishna Prabhu wanted you to clarify something, what you've answered. Okay, so he can do something. Why don't you say it in both Russian and English, so he Я can, сейчас since you can speak English. сниму защиту на iPad. Yeah, say it in Russian and then say it in English for me, so he can do something else temporarily. Я хочу немножко уточнить. Сказал, что Прабхупада говорит, что GBC наблюдает, и если он совсем уже, вот там большая программа исправления, но совсем, то вот я сам сниму. Мне скажи, я сниму. А вот сейчас, вот там это Прабхупада, понятно, он учитель, он снимает. А вот сейчас это кто? Вот GBC наблюдает, а вот кто, кому надо сказать, что что-то не так? Кто будет снимать? Maharaj, you mentioned that Prabhupada saying you just observe what is. You mentioned that GBC just observe what is going on. If something wrong, try to rectify, try to speak. But finally, if something wrong, just tell to me. Prabhupada saying, just tell to me. I remove them. And during Prabhupada time, who is Supposed to do that now? Yeah, now. Yeah. Just to rectify. Prabhupada wielded a lot of power in those days. Да, у Прабхупады в руках тогда было очень много власти. When Prabhupada would remove, generally people accepted. И когда Прабхупада кого-то снимал, обычно люди соглашались с этим. Обычно. Sometimes they would resist a little bit. This is the famous story in Иногда они немножко 1976 in Mayapur, сопротивлялись этому, но, как это известная история, в 1976 году, when Prabhupada took Tamal Krishna Maharaj and sent him to China. когда Шрила Прабхупада снял Тамар Кришну Махараджа с его должности и отправил в Китай. I was there. Я был I тогда, wasn't right there during the discussion, but I was in Mayapur at the time. я был в то время в Майяпуре, я не присутствовал во время их беседы, но я был в это And время. it was so intense, everybody was talking about it, you know. И это было настолько серьезным событием, таким напряженным, что все об этом говорили So в Майяпуре. there was a little resistance, but when Prabhupada did it, surrendered. Он немножко посопротивлялся, конечно, Тамал Кришна Махарадж, но поскольку Прабхупада настаивал, то он предался. It would be nice if we had that same level of surrender. Было бы здорово, конечно, если у нас был такой же уровень предания сейчас. Generally, I haven't observed it. Но я обычно его не наблюдаю. But yes, it's true that there has to be some removal. Но тем не менее, это правда, необходимо иногда прибегать к снятиям. And the GBC has put some provisions in according to time, place, and circumstance. И у GBC есть определенные на этот счет правила, или предусматриваются особые ситуации, когда к этому можно прибегать в зависимости от места, времени, от And the обстоятельств. provision is if somebody's in a position of managerial authority, in order to remove them, 3 GBCs have to do it. Like any managerial authority, like the temple president, regional secretary, Any management and 3 position. GBCs responsible for that area, or No. any GBCs. No, not necessarily responsible for that area. Any GBCs. 3 GBCs. И сейчас правило такое, что если есть кто-то, кто нуждается, кого необходимо снять, то любые 3 GBC, то есть GBC, члены GBC с правом голоса, они могут снять его. Я специально переспросил у Махараджа, должны ли эти GBC быть ответственны за эту конкретную зону. Он сказал, нет, любые 3 GBC с правом голоса. And before removal,
there has to be 2 censures, and then a suspension, and then removal. И вначале должно быть 2 выговора, ему должен объявить, или как это по-русски называется, когда ему делают предупреждение, потом он, предупреждение, потом его приостанавливают в его полномочиях, уж потом снимают. Because sometimes GBCs can also misuse their power. Потому что иногда GBC также могут злоупотреблять и своей And say, I'm going to remove him because I don't like him. Например, я его сниму, потому что мне он не It нравится. could happen. Может так произойти. And the leaders felt they needed to be protected from that. А лидеры чувствуют, что им необходима защита от таких злоупотреблений властью. So that's how the resolutions stand now. Censure, suspension, removal. Вот именно так резолюции сейчас утверждают процедуру. То есть первое предупреждение, второе предупреждение, потом приостановление в должности или в положении, и затем уже снятие. Which follows Srila Prabhupada's spirit. Именно это следует духу Шрила Прабхупады. Which is rectify. Духу Шрила Прабхупады, который пытался исправлять, а не снимать. Before removing. Прежде чем кого-то снимать с должности. Ясно? Go ahead. Мой вопрос касается тоже уточнения степени зависимости местных лидеров от, например, регионального секретаря. Если финансовой такой прямой зависимости нет, есть ли зависимость такая, например, региональный секретарь выбирает определенную стратегию развития, вот местные лидеры, они обязаны следовать, должны следовать, не обязательно или желательно? So the question is, he wants to clarify the dependence of the local leaders in their decision-making power from their superior authorities like GBC or the regional secretary. For instance, if a GBC secretary has a particular vision, the local leaders, do they necessarily have to must comply with his vision for development, or they may have their own vision of how to develop their local centers? So how do they go along with the vision of their superior authority? How do what? Do they go along with the vision of their superior authority in terms of... Vision of what? Of their development. Какого рода видения вы имеете в виду? Чего, видение чего? Например. Может быть, пример такой. What color paint? You paint the temple room? Or? То есть какого цвета должна быть храмовая комната? Какого рода видение? I mean what? Например, вот у нас региональный секретарь Нитай Чайтанья Махарадж, он конкретно медитирует на построение наставнической системы. А в регионе, например, лидеры могут думать, что это не сработает, или там сработало, здесь не сработает, и могут немного по-своему это... For instance, there are local regional secretaries Nitai Chaitanya Maharaj, and he's meditating on the development of the counseling system in his region, but the local leaders have their reservations about the efficacy of that counseling system, and they think it might not work and might not be applicable to us. So how do they go along these differences of approach? Have they tried? А вы пытались эти различные подходы разрешить друг с другом? Have you tried to put it into effect? Пытались вы вообще эту систему кураторскую, наставническую запустить в местных храмах, или у вас просто опасения, как бы превентивные? Мы пока настроены следовать Махараджу, вот. Но мы просто... For now, they want to follow в любом Maharaj. случае мы так настроены. Да. Но так как санга лидеров настроена на то, чтобы объединять, у нас при этом есть медитация на то, чтобы объединяться с другими лидерами. И мы видим, что другие лидеры часто сомневаются в этом пути. Вот. И как с ними контактировать, как с ними объединяться, да, если мы знаем, что у них много сомнений. И вот мы хотим понять тоже, вот они действуют правильно в этом отношении, в отношении нашего регионального секретаря. То есть могут они вообще вот так вот брать и не делать то, что им говорят? Вы имеете в виду другими лидерами вашего региона, да? Да. They want to follow Maharaja's instruction or his vision in this regard, but also their priority in the region is to try and establish a sort of unity among the leaders of that region, lateral unity besides the vertical one. So but some of the leaders in their region have their reservations about Maharaja's vision, and they have doubts of whether that program would be applicable or effective in their place. So in their places, respective places. So how do they go along building a trusting relationship with those leaders as well when they have their reservations? So can they just
let them do whatever they want, even if it means not following what Maharaj tells them to do. Without Maharaj here, it's difficult to answer the question because it's a specific detail. Очень сложно без присутствия, в отсутствие Махараджа здесь отвечать на этот вопрос, потому что он очень конкретный. But in principle, we should try to follow the instructions of our authorities. Он касается специфических конкретных деталей, но в принципе мы должны стараться следовать наставлениям наших We have to respect that руководителей. they may have a vision a little bit greater than our vision. Мы должны уважать тот факт, что у них может быть видение более широкое, чем наше. And we should always try to follow their Мы instructions. должны всегда стараться следовать их наставлениям. If there are reservations, then they need to be discussed. Если возникают сомнения на этот счет или неуверенность, тогда нужно обсуждать это. And these need to be discussed in a very respectful way. Both respect for the person's authority, and the authority has to also respect the opinion who has a person who has reservations. И эти обсуждения должны вестись в уважительном духе, причем он должен быть взаимоуважительный. Этот дух, то есть руководитель должен уважать мнение тех преданных, подчиненных ему, которые могут с ними соглашаться, ну а те, в свою очередь, должны уважать право этого руководителя на его мнение, которое касается всех. And it shouldn't be that just because a person has a different opinion, then he should be subject to be removed. Сам факт того, что у кого-то мнение отличное от мнение руководителя, не означает, что его нужно снимать. But he should be prepared to be accountable that his opinion should show the result that is expected. Но, по крайней мере, он должен быть подотчетным, то есть он должен быть готов продемонстрировать те результаты, которые от него ожидаются. And if there's no result, he just has a counter opinion and wants to stick to his counter opinion, then that's not valid. Если у него нет никаких результатов, которые он может продемонстрировать, просто у него вот это оппозиционное мнение, и он хочет придерживаться его, несмотря ни на что, то такого рода возражения не принимаются в расчет. But if he's ready to show the result that his opinion can produce the desired result, then why would the authority force him to change? Однако, если есть результаты, если он готов продемонстрировать, что его мнение отлично от мнения руководства приводит к позитивным результатам, тогда почему руководству возражать против его мнения? The desired result is that the devotees are cooperative and feel cared for. Ожидаемый результат следующий. Мы должны видеть, что преданные готовы сотрудничать друг с другом и чувствуют, что о них заботятся. Вот What difference does it make? What system produced that result? И какая разница, какая система этот результат создает? The desired result should come. Однако ожидаемый результат должен приходить. Every temple leader should want cooperative devotees who feel cared for. Каждый президент храма хочет, чтобы в его храме или его общине были преданные, которые готовы к сотрудничеству. Any temple leader who says, I don't want cooperative devotees and I don't want the devotees to feel cared for in my temple. Преданные чувствуют, что о них заботятся. Есть ли какой-то президент храма, который смог бы сказать, я не хочу, чтобы в моем храме преданные сотрудничали друг с другом и чтобы они чувствовали, что о них заботятся? Есть такие? I would be afraid if some temple leader said that. Если бы такой преданный, такой лидер или президент храма нашелся бы, я бы очень испугался. But if somebody can give the result in a different way, then okay. Но если кто-то может продемонстрировать результативность своего подхода по-другому, пожалуйста. But you should be prepared to give your result. Вы должны продемонстрировать, быть готовы продемонстрировать результативность вашего подхода. And then we'll allow you, okay, you can have a different opinion, but produce the result. И тогда мы скажем, хорошо, вы имеете право на свое мнение, но продемонстрируйте результат. У меня очень короткий вопрос, и по той части, в которой он, конечно, обсуждал на лекции. Там говорится, We haven't read very much of the letter, have we? Мы так письмо толком не прочитали еще даже. части письма, которую прочитали. And it's a question, that's a very short question, which Okay. concerns the part of Там the letter говорится that о we've read. регулирующих принципах. Вот что это имеется в виду? 4 регулирующие принципа и регулирующие принципы бхакти, ну, то есть... He's talking about the principles of Bhakti Yoga, essentially. Prabhupada is referring to regulative principles, so what does he mean by that? He's talking about rising early, going to Mangalarti, hearing Srimad Bhagavatam. Шрила Прабхупада говорит об этих регулирующих принципах бхакти-йоги, не только 4 регулирующих принципах, но о регулирующих принципах практики. If somebody's not following the regulative principles and then they get worried when they hear that, then let that be the 4 regulative principles too. Однако, если кто-то не следует, то есть когда он беспокоится, когда читает об этом, о регулирующих принципах, начинает беспокоиться и ерзать, думая, что, может быть, и речь идет об тех 4 регулирующих принципах. Хорошо, пусть для него это будет 4 регулирующих принципа. Nothing wrong. Нет ничего плохого в этом. Думать так. Okay, Ishan. По письму хотел бы задать вопрос. Давайте микрофон передадим, чтобы... Про бюрократию, что Прабхупада упоминает, нездоровую бюрократию. Прочитать, кусочек прочитай, когда что-то.
Прочитать письмо? Нет, кусочек твой. Нет, то, что Махарадж прочитал уже. Нет, еще нет. Мы ждем. Речь шла о том, что Прабхупада... Второй раз. Второй раз. А что мы читаем письмо или что? Ту часть, которую уже прочитали, там речь идет о нездоровой бюрократии, да, что Прабхупада предостерегает. Но это та часть, которую Югаватар Прабху упоминал, про независимо мыслящих людей, да? Там нездоровая бюрократия упоминается. Или здесь? Здесь тоже. Да, сейчас, секундочку. Нет, это было в предыдущем абзаце, которое было прочитано по просьбе Югаватара Прабху. Нездоровая бюрократия. Про то, как нужно, чтобы каждый храм был самостоятельным, и каждые люди должны были быть независимо мыслящими. Тогда вопрос следующий. Как отличить нездоровую бюрократию, если речь идет о местных храмах, а не уровне GBC, от проявления здорового, разумного организационного начала, каких-то элементарных принципов дисциплины, организованности и так далее? How do we tell unhealthy bureaucracy from a healthy administrative system or coordination, cooperation that requires some certain kind of oversight to coordinate? What's that? I'm sorry, I didn't hear. How do we tell? How can we recognize? Tell them apart. Unhealthy bureaucracy from a healthy management approach that requires certain involvement. Well, if we take Prabhupada's letter, he specifically states that many of the devotees are dissatisfied. Очень просто Шрила Прабхупада говорит в этом письме конкретно, что много преданных не удовлетворены. Prabhupada put his finger right on the pulse. Шрила Прабхупада свой палец прямо на пульс кладет. He said, I can see that many devotees are writing letters and complaining they're very dissatisfied. И говорит, что многие преданные, я вижу, жалуются, они недовольны. He said, this is a sign that there's not that there's some lack of healthy spirit there. И он говорит, что это признак нездорового духа. Или недостаток здорового духа. But of course, Prabhupada looked on, dissatisfied. What is the meaning of the dissatisfaction? Но также Шрила Прабхупада дает определение тому неудовлетворению, которое он описывает. Sometimes it's dissatisfaction with the local leaders. Иногда преданные не удовлетворены местным руководством. Sometimes it's just dissatisfaction with something even greater than the local leaders. А иногда неудовлетворенность касается чего-то большего, чем просто местное руководство. But Prabhupada said that the lack. He defined that the unhealthy spirit was that the preaching activities is diminishing. Но Шрила Прабхупада говорит, что проблема в том, что дух проповеди преуменьшился или спал. And that's what he uses as criteria. The devotees were dissatisfied, and I can see that the spirit for preaching is dwindled. И Шрила Прабхупада пишет об этом, что я заметил, что преданные недовлетворены, и дух проповеди завял. It's like the same thing Prabhupada wrote about in Chaitanya Charitamrita about what happened in the Gaudiya Math. Шрила Прабхупада писал о том же самом признаке или симптоме, когда описывал Гаудия Мат в Чайтанья Чаритамрите. The preaching spirit dwindled because there was dissatisfaction in the organization and they were fighting over the leadership. Шрила Прабхупада пишет, что дух проповеди спал, потому что было очень много неудовлетворенности и различных конфликтов между лидерами в самой организации. And they were becoming more concerned about their own individual selfish interests than fulfilling the order of Srila Bhaktisiddhanta. Они их стали заботить больше удовлетворения их собственных корыстных интересов, чем выполнение наказа Шрила Бхактисиданта Сарасвати. So Prabhupada's criteria in this letter was there's dissatisfaction and the spirit for enthusiasm for preaching has dwindled. По этим критериям Шрила Прабхупада судит и в этом письме. Он говорит, что чувствует недовлетворенность у преданных, и дух проповеди упал. And that's what he considered to be a sign, of unhealthy sign. Вот эти признаки он называет нездоровыми признаками. Спасибо. Может, немножко еще письма прочитать, предложил Ачутатному Прабху. Письмо. Вся беда в том, что преданные не соблюдают регулирующие принципы, вот что я обнаружил, а без этого энтузиазм спадет. Пусть даже человек соблюдает принципы механические, если он начинает постепенно понимать что-то из того, что говорится на лекциях, он поднимется на уровень спонтанного вдохновения. Достичь этого спонтанного любовного преданного служения не так-то просто, но если человек просто строго соблюдает правила приписания, рано встает, повторяет 16 кругов, читает гайатри, поддерживает чистоту, его энтузиазм будет возрастать, а если у него еще есть терпение и решимость, настанет день, когда он поднимется на уровень спонтанной преданности, тогда его жизнь
увенчается успехом. Все это я рассказал вам при нектаре преданности. Думаю, руководители не соблюдают правила сами и не следят за тем, чтобы их соблюдали другие. Это положение нужно сейчас же исправить. Правильно я понял, что Прабхупада как раз и указывает на корень проблемы, что вот где находится сама болезнь, то что сами руководители, они ослабевают духовно, поскольку не следуют принципам бхакти. И чтобы у нас хорошо развивалась организация, очень важно, чтобы лидеры, они следовали вот именно духовной практике полностью. Do I understand it correctly that Prabhupada pointed out the root cause of the problem, the symptom that he has observed, that is, the leaders themselves didn't follow the regulatory principles of devotional service properly, and for us to maintain the proper level of enthusiasm in the society, we need that our leaders to follow the principles very strictly themselves. That's self-evident. Это самый очевидный вопрос, риторический. Anybody who misconstrues something else for what was just said. Если кто-то говорит что-то другое, то он просто искажает смысл того, что сейчас было сказано. It's like what Sarvabhauma Bhattacharya was doing when speaking Vedanta to Lord Chaitanya. Будет делать то же самое, что делал Сарвабхаума Бхаттачарья, когда он Веданту рассказывал Господу Чайтанье. To misconstrue something else. Он вообще извлек совсем другое значение из самой очевидной For what is a self-evident truth. Самую очевидную истину он превратил в нечто совсем другое. It's a self-evident truth. Прабхупада это описывает самые очевидные вещи здесь. Самые очевидные. Мне кажется, важно, чтобы лидеры напоминали себе постоянно об этом. Мне кажется, очень важно, чтобы лидеры, они постоянно напоминали себе и другим об этом снова и снова. It's essential that leaders remind themselves and their subordinates about it over and over again. What's that now? It's essential that leaders remind Each themselves and the other devotees about these principles over and over again. Yeah, that's why I thought I should talk about it today. Именно поэтому я решил на эту тему поговорить сегодня. It's very important. Очень важная тема. For me, it's so important. I have bad health. I'll be honest with you. Для меня это очень важно. У меня сегодня плохое здоровье. I just came out of a health retreat. Я должен вам сейчас об этом честно Where сказать. the doctors had ordered me to sleep 7 to 9 hours a night. I've never done it in my life. Я только что вернулся сейчас из такого, как сказать, отпуска, посвященного заботам о моем здоровье. Я занимался именно этим, и доктора приказали мне спать каждую ночь 7-9 часов. Я никогда в жизни так много не спал. They told me, if you don't do it, then stop traveling. А если вы так не будете вести себя, сказали мне доктора, тогда вы должны перестать So I started to do it, and I found out when you sleep so much, there's so much less time in the day doing the things you need to do. Делать, как они говорят, я вдруг обнаружил, что если я сплю так, как они мне говорят, то у меня оказывается очень мало времени в течение дня на то, чтобы делать другие дела, которые я хотел делать. And I can't imagine how people live who sleep that much. Я не могу представить себе, как вообще живут люди, которые так много спят. So, because I was following these doctors' instructions, I had to start figuring out how to put everything in a different perspective. I'm not going to stay like this forever. Believe me, I can't do that. И когда я стал пытаться следовать наставлениям докторов и делать, как они говорят, то мне пришлось напрягаться, чтобы пересортировать, реорганизовать, реструктурировать свой день, чтобы делать все то, что я собирался делать. И я, поверьте мне, не собираюсь так жить постоянно, я не смогу просто. But even before that happened, when I was ordered to sleep more, I decided I'm not going to do evening programs anymore. I'm going to give Srimad Bhagavatam classes just to put emphasis on the morning program. Даже перед тем, как мне доктора приказали спать больше, я решил сам, что я перестану проводить вечерние программы, потому что я хочу проводить утренние программы, лекции по Шримад Бхагаватам, потому что хочу акцент сделать именно на утренней программе, на ее важности. Sometimes temple leaders complain, they say, well, the devotees can't come for Bhagavatam class, they can only come in the evening. Но иногда лидеры жалуются, говорят, но преданные не могут собираться на утренние программы, на утренние лекции по Бхагаватам, они могут приходить только по вечерам. I tell the local leaders that's their problem. И я говорю местным преданным, местным лидерам, но это их проблема. I'm giving Srimad Bhagavatam Но я буду проводить лекции по Шримад Бхагаватам. Just to put emphasis on Srimad Bhagavatam class. What
was the last sentence? Huh? What was the last sentence? Just to put emphasis on the necessity чтобы- for daily Srimad Bhagavatam. Чтобы подчеркнуть важность именно утренней лекции по Шримад Бхагаватам, потому что я не слышу, что ты говоришь. Maybe some discussion about this point. Гуру Кришна хотел что-то. Я хотел тоже опять уточнить. Хотел тоже уточнить этот момент, что преданный теряет энтузиазм, потому что не следует всем правилам бхакти-йоги. Я с другой немножко стороны, чтобы просто была полная картина. У нас достаточно много людей и преданных, и просто даже друзей движения, которые, в общем-то, не следуют всему, но они очень энтузиастичны. Они читают там несколько кругов, следуют там нескольким принципам. Но они достаточно энтузиастичны. Вот, и как бы если их вот подталкивать, вот наоборот, они как бы могут чувствовать себя. Вот как вот что вот как с этим вот соотнести, то есть вот как бы балансировать это. He has a follow-up question. He wants you to clarify that Prabhupada says he attributes the lack of enthusiasm to the lack of failure of devotees to follow the regulative principles, and he says that's why you're not so enthusiastic. But on the other hand, we have devotees who are newcomers who might follow just Newcomers? who might follow new devotees. They don't follow all the regulative principles, and they may chant just a few rounds, not 16 rounds, but they're full of enthusiasm. So how do we? And if we try to pressure them or force them into following a higher standard, they feel a little bit resistant to that. But So that's exactly the point Prabhupada how made do in we the put letter. these two statements together? To these facts, the observable facts together, that there are some devotees who don't follow all the principles, but they're full of enthusiasm. That's one question. Utsahamai. Называется Утсахамай. It's not real enthusiasm. Утсахамай — это не настоящий энтузиазм. Real enthusiasm is for the process of Krishna consciousness. Настоящий энтузиазм направлен на процесс сознания Кришны. You know, Utsahamai is we become enthusiastic, you know, to do something which gives me fame, reputation, profit. Утсахамай — это энтузиазм, который направлен на то, чтобы делать что-то, что приносит мне имя, славу или какую-то выгоду. But the motivation is not correct. Но мотивация, мотив человека неправильный. Right. In order to keep the correct motivation, one has to take the full process. Но чтобы правильный энтузиазм поддерживать себя, необходимо принять весь процесс целиком. And Prabhupada covered that point in this letter. И Шрила Прабхупада также об этом говорит в своем письме. He said, don't make people come and move into the temple. Don't force them if they're not ready to do it. Он говорит, не нужно заставлять людей переселяться в храм, не нужно принуждать их каким-то Let them более высоким стандартам, come если они пока не готовы делать это. And when they'll just later give them up because they won't be able to keep the enthusiasm for these things. Потому что они впоследствии, скорее всего, перестанут всему этому следовать, потому что они не смогут сохранять энтузиазм в отношении всех. He said, let them keep their enthusiasm to come regularly and hear the Srimad Bhagavatam. Пусть они поддерживают энтузиазм к тому, чтобы приходить регулярно и слушать лекции по Бхагаватам. That's what we should keep their enthusiasm for. Hearing Srimad Bhagavatam. Вот этот энтузиазм в них нужно поддерживать, чтобы они Бхагаватам приходили. Sometimes they may be very enthusiastic to do things, but only if they get credit. Иногда преданные могут испытывать огромный энтузиазм, но только по отношению к тому, за что они могут получить какие-то заслуги. Take away the credit, they lose their enthusiasm. Если вы у них заслуги забираете, тогда они теряют энтузиазм. But if they hear regularly, if they develop a cultivate enthusiasm to hear Srimad Bhagavatam every day, Но если их энтузиазм будет направлен на то, чтобы регулярно или каждый день слушать Шримад Бхагаватам, then they'll be properly reminded that I am a servant. тогда им будут правильным образом напоминать, они будут получать необходимое напоминание, что Let me они take up слуги. service in the mood of a servant. И я должен стать слугой и заниматься служением в духе слуги. That's the austerities that Prabhupada said they should be ready to accept. Вот именно это есть те самые аскезы, которые, как говорит Шрила Прабхупада, они должны быть готовы принять. That's our Вот austerity. это наша аскеза. Let me take up service in the mood of a servant. Мы должны заниматься служением в духе слуги. These are our austerities that Srila Prabhupada taught us. Вот это и есть те самые аскезы, которым научил нас Шрила Прабхупада. I was in a lecture in Mayapur in 1976. Prabhupada said, Я был на лекции в Майяпуре в 1976 году, когда Шрила Прабхупада сказал: he said, we do not have to sit in a circle of fire
Нам не нужно окружать себя кольцом из костров. Neither we have to submerge ourselves in the cold water in the middle of the winter. Но нет необходимости погружаться в ледяную воду в самый разгар зимы. He said our austerities are to follow the instructions of the spiritual master. Наша аскеза — это следовать наставлениям духовного учителя. That is our Вот austerity. это наша аскеза. So he said, let them become inspired to accept the austerities of following instructions. Так пусть же они вдохновятся наследием вот этой аскезе исследования наставлениям духовного учителя. And cultivating the mood of a servant И of взращивать the в себе instructions. умонастроение слуги этих наставлений. Instead of the mood of a controller, Вместо того, чтобы взращивать в себе настроение контролирующего, enjoyer. наслаждающегося. And therefore Prabhupada said, don't force them, let them come and hear. Поэтому Прабхупада говорит, не нужно их вынуждать или принуждать. Пусть они приходят и слушают. He said, then the austerities will come naturally because they've heard. Аскезы придут к ним естественным образом, потому что они правильно услышали. That's exactly the message right here in this letter. Именно об этом Шрила Прабхупада говорит в этом стихе. В смысле, в этом письме. We should cultivate an enthusiasm for them to hear. Мы должны помогать им взращивать себе и поддерживать энтузиазм слушать. And we should create the atmosphere for them to come and hear. И мы должны создавать атмосферу, в которой они могли бы приходить и слушать. And let that be their important service. Пусть это будет их главным служением, важным служением. Then service will naturally grow and spontaneously grow. И тогда Шрила Прабхупада говорит, дух служения будет естественным образом вырастать спонтанно. Does that answer your question? Отвечает это на ваш вопрос? Yes, I hope I understood clearly. Huh? Yes, I hope I understood Clearly. clearly. Очень хочу тогда. Хорошо, можете объяснить, что не так с лидерами? Как это проявляется, что они не следуют принципам? Вроде бы они 16 главу читают, 4 принципам следуют. Может быть, это проявляется в том, что они приходят только на собственные лекции, или только когда они проводят арати. Имеется в виду, что каждый лидер должен быть на виду и проходить эту утреннюю программу, допустим, вместе со всеми преданными, даже тогда, когда он не читает лекцию. Maybe could you please clarify, Maharaj, what is meant by leaders not following the principles? Because we do see leaders follow the principles of devotional service, but maybe what's implied here is that the leaders sometimes come only to their own classes, or they perform puja only when they attend the arati only when they are the ones who offered arati. Maybe they should come to other people's classes and attend the other programs, not when they necessarily play a key role. Good point. Очень хорошее замечание. I can't argue with it. Я не могу с этим поспорить. I definitely know exactly what you're talking about. Я знаю точно, о чем вы говорите. I can't say anything more than that. И ничего не могу добавить к этому. Very good point. Очень хороший момент. I very much appreciate it. Замечание, и я очень благодарен вам за него. Because I suffer from it sometimes. Я сам от этого страдаю иногда. The reason I suffer is sometimes I go to festivals Иногда я приезжаю на фестивали и and I'm begging the devotees, let me go to my God brother's lectures. I need to hear too. умоляю преданных, пожалуйста, позвольте мне сходить на лекции моих духовных братьев, потому что я тоже хочу слушать. Don't just ask me for meetings and I have to give lectures. Let me go to my God brother's lectures. Перестаньте просить меня встречи, даршины, лекции. Я хочу ходить и слушать моих духовных братьев. Sometimes tears in my У меня eyes. со слезами на I глазах. know. Я со слезами на глазах об этом прошу иногда. Я знаю, о чем вы говорите. Что? Это и есть та самая аскеза, о которой... Аскеза в смысле не ходить на лекции или ходить на лекции? Какая аскеза? That's austerity? That's implied that you cannot attend someone else's classes. You can arrange in Sadhu Sangha, the next time you come and you can go to this. Really? Yeah, I know. No classes expected. Wow. Махарадж Let's не see what будет my давать лекции. disciples say about that. I don't know. Нужно по-русски сказать. Я хотел по-другому сказать, что
Но мне кажется, тоже хотел поделиться, кто будет потом слушать, смотреть это видео, особенно вот президенты, вот люди, которые очень много заняты в менеджменте. Может, они сами себя просто спросят, читают ли они книги Шрилы каждый день, каждый час. Спросят себя, погружаются ли они, изучают книги Шрилы. И тогда, может, они найдут ответы, на мой взгляд, на многие вопросы, почему какие-то вот там проблемы в организации или еще что-то. Ну, такое, может, He wanted to ask every devotee present here, when they go back to their respective regions, they can ask the temple presidents or leaders in their respective regions. And that they should ask themselves whether they read themselves Prabhupada's books every day. Because if we observe ourselves in the reading of Prabhupada's books, then the problems won't be there. Most of them, or many of them, won't be there. Maybe that's why the problems are there, that they don't read enough. Is this a statement? Yeah, it's not a question. Nothing for me to answer. Мне не нужно отвечать на этот вопрос. It's a word from your local GBC. Это вам местный GBC говорит. Послание от местного GBC. Just my experience. Your observation. Because, потому что президенты, они очень заняты, постоянно делают что-то, и потом уже в какой-то момент могут потерять смысл и видение, для чего они это делают. Because the temple, local leaders keep on doing things, and sometimes they can lose sight of why they are doing these things and for what, if they don't read. That's his point. What's even better is when you develop a program for reading together with somebody else. Еще лучше даже это создать такую программу, чтобы можно было читать с кем-то вместе. And attend that program yourself, right? Yeah. Это обычно мы только создаем. Otherwise, we just create programs, we don't participate in them. Yeah. Read with a few other devotees in the temple that you come together and read together. С несколькими преданными, с которыми у вас есть отношения в храме, можете собираться и читать вместе. Very powerful. Очень могущественный процесс. Надо организовать саду привет, чтобы все приходили. Yeah. We're supposed to stop by 1 o'clock, right? Мы должны к часу. Round 1. Okay. К часу должны закончить или к часу 10. Каждый центр независим. Хорошо, но президент и другие должностные лица должны соблюдать сами и следить, чтобы все остальные тщательно соблюдали регулирующие принципы. Они должны давать хорошие наставления, чтобы преданные понимали, почему такая тапасия необходима. А GBC и саньяси будут путешествовать и следить за тем, чтобы должностные лица это делали. И если они заметят какое-то снижение стандарта, они должны разобраться и исправить положение. Если есть какое-то отклонение, я сам его устраню. Здесь имеется в виду, Прабхупада говорит, я сам устраню, не говорится, что именно отклонение. Разумеется, если приходит новый человек, от него нельзя требовать, чтобы он сразу начинал соблюдать абсолютно все наши принципы. Поэтому нам не следует слишком уж настаивать на том, чтобы новички переселялись в храм. Каждый, кто живет в нашем храме, должен быть готов соблюдать все наши правила приписания без отклонений. Если какой-то новый человек переезжает к нам, и его начинают принуждать, это может его оттолкнуть. Поэтому пусть они живут вне храма и постепенно на лекциях узнают, почему необходим некоторый аскетизм. Тогда они придут к нам жить, исходя из собственного согласия с нами, и будут тщательно все соблюдать. Отказаться сразу от такого количества дурных привычек, какое присуще людям в вашей стране, очень и очень трудно. Поэтому людей надо воспитывать постепенно. Сначала с помощью пения и повторения мантры. Зачем увеличивать число новых преданных, если позже эти преданные уйдут из-за того, что их поспешили принудить к чему-то? Я хочу увидеть несколько настоящих преданных, а не толпу притворщиков. That's about... Yeah, I was reading. Okay. Здесь в письме Шрила Прабхупада говорит, что о преданных, которые живут в храме. Сейчас мы можем видеть, что большинство инициированных преданных, они живут наоборот вне храма. Как это наставление, его нужно применить к преданным, которые живут вне храма. We see many devotees were living in the temple when Prabhupada was here, but now we see many devotees living outside the temple. How do these instructions apply to them?
Prabhupada gave instructions in his books how these instructions apply to them. И Шрила Прабхупада в своих книгах объясняет, дает наставления в своих книгах, как эти наставления применимы к ним. That they should make their home a temple. Он говорит в своих книгах о том, что нужно превратить свой дом в храм. Or if they live close enough to a temple, they should attend the classes and serve the local deities if they live close. Otherwise, their home should be a temple. То есть, если они, например, живут недалеко от храма сами, то они должны приходить регулярно на программы в храме, поклоняться местным божествам в храме. Если они живут далеко от храма, то они должны превратить свой дом в храм или квартиру. И там дома у себя, создав в своем доме храм, они должны регулярно проводить лекции по Шримад Бхагаватам, повторять круги и поклоняться божествам. Он дал очень много детальных наставлений на этот счет, особенно во второй песне Шримад Бхагаватам. А также читание Чаритамрити. So if they're reading Prabhupada's books, their home could be a temple. Если они читают книги Шрила Прабхупады, то смогут превратить свой дом в храм. And then they can open their homes and invite guests into their homes and distribute prasadam. И тогда они могут открыть двери своего дома другим, приглашать гостей, распространять, раздавать прасадам. And invite people to attend programs in their homes. И приглашать людей приходить на программы в их дома. The practical way to fulfill the same instructions and not be living in the temple. Это один практический способ выполнить это наставление Шрилы Прабхупады и при этом без необходимости жить самому в храме. But the same instructions are there for everyone. Но эти наставления касаются всех. Whether either in the temple or outside the temple. Неважно, где они живут, в храме или дома. Of course, not everybody can follow those instructions. Разумеется, не все могут следовать этим наставлениям. So Prabhupada encouraged other ways people, devotees living outside the temple, could render service. И Шрила Прабхупада поэтому поощрял людей, живущих за пределами храма, в различных видах служения, которые они могли оказывать. In the same way that Krishna gave various concessions in the 12th chapter of Bhagavad Gita. Так же, как Господь Кришна постепенно дает все больше и больше разных уступок в 12 главе Бхагавад-гиты. First was to fix your mind on me. Первое наставление Кришны в том, что нужно все время сосредоточиться. Ум на Кришне. Если вы не можете делать это, постоянно думать о Кришне, нужно следовать регулирующим принципам бхакти-йоги. Если не можете следовать регулирующим принципам бхакти-йоги, тогда работайте для меня и посвящайте мне плоды своей деятельности. И даже если вы этого не можете делать, то Кришна готов дать еще большую уступку. Хорошо, тогда занимайтесь раздачей милостыни, проводите жертвоприношения. Explanations of giving charity means to give charity to the Brahmins to spread the Krishna consciousness movement. И Шрила Прабхупада затем объясняет в комментарии, что можем давать милостыню браманам, помогать распространению сознания Кришны. Or to help establish temples. Или помочь открывать храмы. So there's different levels of surrender, but ideally everybody could follow these instructions in their home if they make their home a temple. В любом случае есть различные уровни предания себя, но в идеале нужно просто вот сделать эти наставления, применить их в своей жизни и превратить свой дом в храм. Last question. Последний вопрос. Why don't you just finish reading the letter? Может, мы закончим просто письмо читать? Just finish. I think it'd be better he just finished. Давайте мы закончим письмо читать, хорошо? Итак, моя идея состоит в том, что регулирующий принцип должен соблюдать каждый, иначе запас энтузиазма истощается, и преданные снова начинают думать о сексе, становятся беспокойными. Возникает множество проблем. Есть признаки потери курса. Прабхупада говорит, похоже, потери курса, в оригинале он говорит, похоже, есть признаки, что вы этот момент упускаете, важный. То есть идея же заключается в том, что постоянно делать что-то для Кришны, независимо от того, какую именно работу приходится выполнять. Каждый преданный так занят чем-то, что это настолько удовлетворяет, что когда преданный так занят чем-то, это его настолько удовлетворяет, что он постоянно полон энтузиазма. Он, естественно, будет соблюдать регулирующие принципы, потому что являются частью его обязанностей. Они являются частью его обязанностей. Применяя их на практике, считая это своей обязанностью, он сознает благой результат исполнения регулирующих принципов. Итак, будущее этого движения сознания Кришны блестящее, светлое будущее, если при условии, что его руководители будут
бдительно следить за тем, чтобы 16 кругов были прочитаны, чтобы все читали 16 кругов без исключения, чтобы преданные вставали до 4 утра, чтобы они ходили на Мангаларати. Наши руководители должны заботиться о том, чтобы не убить дух вдохновленного служения, которое должно быть индивидуальным, беспричинным и добровольным. В оригинале говорится индивидуальным, спонтанным, добровольным. Они должны всегда стараться создавать для преданных атмосферу свежего вызова, чтобы им хотелось с энтузиазмом вставать и принимать его. В этом состоит искусство управления, вызывать дух спонтанной любви, побуждающий людей жертвовать частью своей энергии Кришне. Но где взять столько опытных руководителей? Все мы должны стать опытными руководителями, проповедниками. Мы не должны слишком стремиться к комфорту и погрязать в самодовольстве и самоудовлетворенности. Всегда должна быть какая-то тапасия, строгое соблюдение регулирующих принципов. Движение сознания Кришны должно быть всегда вызовом, великим достижением, совершаемым благодаря добровольному желанию. Тогда оно будет здоровым. Итак, вы крупные руководители, имеется в виду большие руководители. Постарайтесь теперь воспитать как можно больше компетентных проповедников и руководителей, подобно вам самим. Забудьте всю эту централизацию бюрократии. The way it was translated. Крупный руководитель. That's corpulent leaders. Is that what the word is? It can be interpreted that way. That's the first meaning. You corpulent leaders. Big leader. He said big leaders, but Yeah. he was sort of like saying it, like in a sarcastic way. Yeah, like- You big leaders. Прабхупада так иронично говорит, саркастично своим людям, но вы большие лидеры, крупные лидеры. Okay. Prabhupada says it all. Прабхупада все сказал. I'm just simply his servant. Я просто его слуга. Предложение есть. У меня, может, предложение есть для лидеров. Вот, это письмо, может, даже Мадхамахан Прабху поправит ошибки на русском языке. И мы можем разослать. И вот очень, мне кажется, здорово, вот, когда санги разные собираются, там лидерские всякие советы разные, чтобы вот брали, читали, вместе обсуждали. И как Махараджу дали это письмо, когда он стал президентом храма. Я думаю, это очень важно также обсуждать. И мы теряем очень много. Вот. Я думаю, некоторые из вас даже, может быть, не первый раз вообще слышали об этом письме. Вот, да? Вот. Первый раз. Some devotee maybe, especially I think in local yatra never. It's my idea, we sit together when you come back and chant again and again. Like you mentioned, you at least 200 times. I mean, there was Bhagavad Gita and there was this letter. У меня вот было только Бхагавад-гита и это письмо. Вот что у меня было в That's what Уруге. it's like for my president. Для меня было так. Sometimes I just close the door, sit behind the desk, and just. Иногда я закрывался в своем офисе и садился за стол рабочий, читал это письмо. Может, в конце я бы хотел поблагодарить от всей души Бхакти-лата, Кришна Госвами и всех преданных, которые служили на этой санге лидеров. Они помогали, убирали, вот так незаметные такие служения вы делали. Ну, очень мы благодарны вот и Махараджу, как духовному лидеру, духовному руководителю. Это наше, что мы можем здесь проводить такие санги. Я хотел бы поблагодарить. Я понял. Шебрубада ки. Вот, на этом мы закрываем нашу сангу лидеров. Она будет у нас 2 раза в год, и в следующий раз уже в январе, кто активно участвует. Поэтому, пожалуйста, кто учится в GBC колледже, я напоминаю, вы должны также закончить свои домашние задания. Кто закончил, будет молодец, получит пирожок. И, подождите, преданные, и самое важное, я хотел тоже, чтобы мы поблагодарили 3 наших гостей. Вот один из них уехал, это Гопал-бата Прабху. Вчера также был на читании Чандра-чаран Прабху. Уехал? Уже уехал? He go to Sankirtan Festival, nearby. Гопал-бата. Гопал-бата есть. He left. И, естественно, мы хотим со всего сердца поблагодарить Святейшего Ниранджана Свами. Шиврубада ки. Hare Krishna.